замечания, мои наблюдения по поводу того, что катастрофически мало стало продаваться или выставляться для продажи недвижимости в городе Запорожье. Это очень и очень тревожный, друзья, сигнал. А во всем об этом мы поговорим в дальнейшем. Смотрите видео до конца, я думаю, что вам будет интересно. А теперь смотрим подготовленный мною материал с помощью статистических данных, не просто, как любят говорить эксперты, бла-бла-бла, а с помощью статистики попробуем разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого Донецко-Приднепровского региона, благодаря, опять же, данным статистическим, которые мне предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона. Сегодня мы говорим о итогах, подводим итоги. Ну и, конечно, о прогнозах поговорим уже ближе к концу видео. Итак, город Днепр. Рассказываю, как пользоваться данной информацией. Это обобщенные данные, и декомпозированных данных не будет, поэтому видео будет достаточно кратко. Период исследования, здесь мы будем говорить о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Период исследования, соответственно, июнь с июлем. То есть лето, друзья, заканчивается. Записываю я уже 21 у нас августа, да, но говорим мы о летних месяцах. Итак, город Днепр, население 966 тысяч, почти город-миллионник был до войны. Сейчас, друзья, я думаю, что живет меньше, порядка 700 тысяч, но все равно собираю статистику с точки зрения визуального восприятия людей, которые живут в Днепре. Напишите, по-вашему, больше людей сейчас живет, чем до войны, или же меньше? Я все-таки предполагаю, что меньше, 1700, я так думаю. В общем, напишите количество предложений, которые были выставлены, квартиры для продажи первичный, вторичный рынок, это 41 700 объектов жилой недвижимости, которые я собираю с помощью программного обеспечения Olymp News, на которое у меня есть, естественно, и авторское право, и патент. Я работаю с большими цифрами и в качестве подтверждения показываю вам генеральную выборку, которая участвовала в данном исследовании. Мы видим, что на 0,5%, 0,5% квартир было больше выставлено в городе Днепре в июле месяце, чем в июне. Социальное жилье, друзья, подешевело. Буду говорить только в процентном соотношении на 0,19% за месяц. А вот аренда, друзья, по городу Днепр выросла за квартал. Сравниваем первый квартал 2026 года, естественно, со вторым кварталом 2026 года и видим, что на 2,68% выросла аренда. Переходя к квартирам эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, мы видим, что стоимость квадратного метра продолжает снижаться, минус 0,13%. Ну и, друзья, переходя к первичному рынку, напомню вам, что первичный рынок – это квартиры, не сданные в эксплуатацию, то есть не построенное жилье. И в прифронтовом городе я очень сильно сомневаюсь, что оно будет, друзья, построено. Так что инвестиции в первичный рынок – это себе такое очень опасное удовольствие. И, так сказать, я не знаю на сегодняшний день, есть ли такие люди, которые способны к таким безумным поступкам. Но так или иначе, говорим, что первичный рынок квартиры эконом-класс на первичном рынке подорожали на 0,19%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс показал также динамику роста, незначительную 0,17%. Ну а первичный рынок элитный класс показал динамику снижения минус 0,38%. Друзья, переходим к городу Запорожье. Обобщенные данные перед вами по Днепру мы прочитали, то есть все буквально классы подорожали, вернее подешевели в городе Днепре, за исключением первичного рынка, это эконом-класс и бизнес-класс. То есть эта динамика по Днепру наблюдается, друзья, по снижению на протяжении уже целого квартала, что, собственно говоря, я считаю вполне логично, что рынок недвижимости именно ведет себя таким образом. А вот теперь поговорим о городе Запорожье и о тех тревогах, которые, в общем-то, вызывают у меня статистические данные.
Ну, начнем с того, что население довоенно было 746 тысяч. Сейчас я так думаю, что если 1400 там проживает, то это очень и очень хорошо. Напишите, друзья, пожалуйста, кто там живет в Запорожье. У меня когда-то в Запорожье был офис на проспекте Ленина. Это прямо возле вот этого моста, который идет через Днепровскую ГЭС. Я думаю, что сейчас намного меньше людей живет, и это очевидно, потому что город Запорожье непосредственно становится, так сказать, эпицентром военных действий. Кто смотрит военных обозревателей, вот где-то вот здесь, где красная черта, есть город Орехов, за который сейчас ведутся активные боевые действия. Это порядка 50 километров до Запорожья. То есть это, друзья, как оно называется, реально уже прифронтовой город. Количество предложений, которые были зафиксированы, вот здесь эти тревожные звоночки или же сигналы, которые показывает рынок недвижимости, вдруг уменьшилось на 16,3%. О чем это, друзья, говорит? Если город Днепр еще показывает то, что количество желающих продать больше, чем желающих приобрести на полпроцента помесячно, если мы сравним, показывает Днепр, то город Запорожье, и это впервые показал снижение на 16% количества квартир, которые были выставлены для продажи. Всего это 9700 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок. Друзья, скорее всего, это связано с тем, что чем ближе фронт, я вам показывал, вот здесь красная черта, вот здесь где-то география, это город Орехов, за который ведутся уже бои. То, естественно, люди просто смирились с тем, что они никогда не продадут свою недвижимость, соответственно, никто эту недвижимость не купит, просто, скорее всего, закрывают квартиры и уезжают, друзья, потому что находиться в городе Запорожье становится достаточно небезопасно. Переходим к социальному жилью, друзья. Ну, кстати, вы напишите, может быть, у вас есть какие-то соображения по этому поводу, будет интересно почитать, почему количество предложений резко начало сокращаться. Переходим к стоимостным параметрам. Социальное жилье подешевело на 0,24% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс подешевели на 0,18%. Это все, друзья, у нас вторичный рынок. Город Запорожье является городом абсолютным, так сказать, аутсайдером, то есть находится внизу по стоимости квадратного метра недвижимости. Рядом с ним можно только сравнить город Сумы. Вспомним, город Сумы также является прифронтовым городом. Соответственно, и стоимость квадратного метра медленно и уверенно снижается. Переходя к первичному рынку, здесь мы видим тоже динамику снижения. Квартиры эконом-класс показали снижение 0,27%. Ну а первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс снижение на 0,15%. Итак, подводя итоги по городу Запорожье, мы видим аномальное количество сократилось выставленных для продажи квартир, то есть люди просто закрывают, смирились с тем, что не продать уже и уезжают. Я предполагаю, что именно с этим связано. И продолжающее снижение стоимости квадратного метра по всем сегментам, как первичный, так и вторичный рынок, так по всем классам. Подводя итоги, обращаю ваше внимание на Excel-евскую таблицу внизу слайда. Здесь мы очень быстро пройдемся на примере социального жилья. Город Днепр. Июль 2026 года, $539 стоимость квадратного метра. Здесь в гривне можете просчитать по курсу Национального банка. И снижение, друзья, за месяц минус 0,19%. Город Запорожье, $421 стоимость квадратного метра и снижение за месяц минус 0,24%. Подводя итоги, в целом по региону видим, что красная черта 480 это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Так вот, в июле это было $480 за квадратный метр в целом по региону, по двум большим крупным областным городам-центрам. И снижение по региону минус 0,21%. Индекс отрицательный 0,998. А следующий, друзья, и последний слайд.